Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях быстро освежить увядающую кожу. Маска состоит из простых доступных ингредиентов. Уверена, что все они у вас есть под рукой. Маска интенсивно увлажняет, хорошо смягчает кожу, хорошо питает. Маска убирает сухость и шелушение. Универсальная и очень простая маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску после глубокого очищения. Маска подходит для ухода за кожей в сауне или в бане. В момент подсыхания дает легкий подтягивающий эффект. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Также эту маску можно хранить в холодильнике до 5 дней в закрытом виде и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы также можете найти на моем канале. После применения этой маски обязательно поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска состоит из простых доступных ингредиентов. Нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете использовать для домашних масок как готовую, купленную уже в магазине, так и сделать самостоятельно. Возьмите белый рис, перемелите в кофемолке и используйте рисовую муку для домашних масок. Рис вы можете использовать любой, либо длиннозерновой, либо круглый. Лучше всего рис не промывайте, добавляйте в кофемолку сухой рис. Перемалывайте до очень мелкой муки и используйте эту муку для домашних масок. Нам понадобится 1 чайная ложка рисовой муки. Муку возьмите без горки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобятся жирные сливки. Если у вас очень сухой тип кожи, если кожа дряблая, если кожа шелушится. Этот рецепт дает очень хороший смягчающий эффект. Нужно взять 1 чайную ложку жирных сливок. Затем тщательно взбейте все компоненты, так, чтобы получилась однородная приятная консистенция. И все компоненты должны войти во взаимодействие. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте все компоненты. От того, насколько тщательно вы приготовили домашнюю маску, будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Смешайте все компоненты так, чтобы не было комочков. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Кстати, витамин Е вы можете использовать как в капсулах. Если у вас витамин Е в капсулах, то возьмите 1 капсулу. Если у вас витамин Е в масляном составе, то возьмите 5 капель. В 1 капсуле примерно 5 капель витамина Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты. Нехватка витамина Е в организме выражается как сухостью кожи, шелушением, ломкостью ногтей и волос. Обращайте особое внимание на витамин Е в своем организме. Также возьмите 5 капель витамина Е. Тщательно взбейте все компоненты. Все домашние маски я показываю вам в реальном режиме времени. Буквально 8 минут должно уходить на приготовление домашней маски. Все домашние маски должны быть качественными. И следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это бесцветная, маслянистая, прозрачная жидкость со слегка сладковатым вкусом, не имеющая запаха. Глицерин – это наилучший увлажняющий ингредиент, который вы можете использовать в домашнем уходе. Активно удерживает влагу в эпидермисе кожи, предотвращает ее обезвоженность. Нужно взять 10 капель глицерина. Также тщательно взбейте все компоненты, так, чтобы они хорошо взаимодействовали между собой. Маска имеет очень приятную консистенцию. Для достижения наилучшего эффекта наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или скатку.
В домашних условиях сделать кислотную скатку очень просто. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, это другое его название аспирин. Аспирин должен быть 0,25 мг, то есть не высокой концентрации. Растворите эти 3-4 таблетки обычной кипяченой водой так, чтобы получилась кашица, удобная к нанесению. Лучше всего эту процедуру делать на уже распаренную кожу лица. Можно эту процедуру делать в бане, в сауне, либо после душа. Нанесите по кожным массажным линиям. В момент нанесения делайте легкий скрабирующий массаж. Также эту скатку можно нанести на шею, на кожу зоны декольте. Она дает очень хороший отшелушивающий эффект. Сама процедура должна занимать не более 3 минут. Если вы впервые делаете эту скатку, то не переусердствуйте. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи эту скатку делайте 1 или 2 раза в неделю. Она очень интенсивно и мягко отшелушивает верхний ороговевший слой клеток, хорошо подлечивает, убирает воспаление, также дает очень хороший подсушивающий и осветляющий эффект. Я эту делаю скатку 2 раза в неделю, она дает очень хороший эффект, убирает верхний ороговевший слой клеток. Кстати, эту скатку не наносите на кожу вокруг глаз. Обязательно все движения делайте только по кожным массажным линиям. Если вы впервые делаете кислотную скатку либо кислотный скраб, то потестируйте свою кожу на аллергенность. Нанесите на сгиб локтя ацетилсалициловую кислоту, либо на запястье. И посмотрите, если нет покраснения, зуда, то этот способ очищения вам хорошо подходит. И не забывайте, что кислотную скатку нельзя делать и наносить на кожу вокруг глаз. После применения этого способа очищения вы заметите, как кожа стала упругой, эластичной, уйдут пигментные пятна. Если у вас есть черные точки, комедоны, то они тоже исчезнут. Уйдет неровная поверхность кожи, кожа будет выглядеть как после посещения салона, как после очень активной шлифовки. Рецепты домашних скаток вы можете найти на моем канале. Наносите эту маску в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Также нанесите эту маску на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока.